Привет, народ! Когда-то давно, еще во времена до нашей эры, я выпустил видео про даунгрейд Half-Life 2. Пришло время вернуться и сделать совершенно наоборот. Как вы поняли по этому не кликбейтному названию. Нет, ну вы что, ни в коем роде. Будем апгрейдить графон второго Half-Life. Игру 2004-го, мать его, года. Я знаю, многие говорят, что она и сегодня выглядит ок. Ну, тут сложно не согласиться, поэтому мы не будем ее насиловать всякими гипертрофированными, сверхдетализированными и слегка нецензурными модами а-ля Cinematic Mod. Постараемся не переусердствовать, слегка обновить визуал, чтобы он был максимально сдержанным и не вредил каноничному образу игры. Но перед тем, как приступить, мне хочется уделить время одному событию, из-за которого мы все здесь и собрались. 15 лет назад фанаты со всего мира дождались продолжения поистине революционной игры в жанре про рыжеволосого ученого в очках и с монтировкой в руках. Именно тогда вышел Half-Life 2. И знаете, порой так нахлынет, что начинаешь ностальгировать по тем временам, когда ты впервые познакомился с игрой и проводил в ней свои дни напролет. Лазил по старым форумам, читая мнения людей до и после выхода. Как ее сравнивали с Doom 3 или первым Far Cry. Как жаловались на Steam, который требовал подключения к интернету. Или как жаловались на графику по геймплейным роликам с E3 2003 года. Про себя могу сказать, что со второй частью я познакомился раньше, чем с первой. А пока можете написать в комментариях про то, как вы познакомились с ней. Чем она вас зацепила. Почему она все еще жива? Ну все, пустили скупую слезу, а теперь вернемся к сути ролика. В одном из своих старых видосов я говорил, что у игры большая фан-база и не менее большая солянка из модов. Но вот, к сожалению, видимо, люди тоже, как некоторые, думают, что графика на века и апгрейд не нужен, ибо по-другому я не могу объяснить, почему для нее так мало модификаций для улучшения графики. И почти все из того, что есть, это полный булщит, который никак не совпадает с обычным видением канона. Однако из всего того мусора есть парочку годных вещей. Half-Life 2 Update. Фундамент нашей сборки, на котором все стоит. Или у вас стоит. Обновленная версия оригинальной Half-Life 2, вышедшая несколько лет назад, и которую в 2 клика можно скачать в Steam, если у вас есть лицензия второй части. На данный момент это самая стабильная, производительная и визуально совершенная версия Halo 2. В ней была проведена огромная работа над багами, как геймплейными, так и графическими. Главное, что здесь есть, это улучшенное освещение. Полноценная поддержка HDR, а не как у Valve, лишь 2/3 игры. Самое заметное изменение, как по мне, это качество теней. Забавный факт, их разрешение было заметно порезано в оригинале, так как игра не вмещалась на CD-диск. Поэтому в релизе мы видим это ступенчатое нечто. Совсем другое дело в апдейт-версии, где они куда более мягкие и детализированные. Также тут у нас есть десяток мелких, но приятных деталей. Например, Рейвенхольм стал еще более угнетающим, под яркими источниками света в темноте летают мухи, или водная пена во время приливов в главе 617. Отдельного внимания заслуживают задники за картой. Честно, не знаю, чему порадовались Valve. На первый взгляд, если вы не такой задрот халвы, как я, то вы почти не заметите изменений. Однако настоящие фанаты сразу видят скачок в графике. Если вы, так получилось, не проходили Half-Life 2, настоятельно рекомендую сыграть именно в эту версию. Она сохраняет культовый визуальный стиль и игровой процесс без изменений. То, что над алтфагом. Не пожалеете. Теперь переходим к главному, на что смотрят все графодрочеры планеты. Текстуры. Из всего, что можно найти в интернете, не сказать, чтобы их много, мне не понравился ни один вариант, ибо они сильно отличаются от первоначального облика и в корне меняют восприятие от игры. В этом случае нам поможет добрый друг, которого вы все знаете. Нейросеть. С помощью искусственного интеллекта Гигапиксел маленькая команда парней смогли проапскейлить внутриигровые текстуры в 4 раза. Причем абсолютно все. Не только текстуры стен, земли, предметов, но и персонажей, пропов и остальной херни. То есть всего, что есть только в игре. И в основном результат очень даже впечатляющий. Местами прям один в один, только лучше. Раза так в 4. На удивление, только благодаря увеличенному разрешению текстурных карт, освещение заиграло новыми красками. А именно то, как оно взаимодействует с моделями. Заметно, как свет рассеивается подробнее, чем раньше. Лучший наглядный пример имха — это воздушный катер. Здесь изменения прям очень заметны глазу. Главный трабл в этом вот всем — это их вес. Одна лишь папка со всеми новыми текстурами весит 14,2 гигабайта. В то же время, когда вес всей оригинальной Half-Life 2 составляет 5 гигабайт. Сочувствую тем, у кого скорость интернета осталась в 2004-м. Вам точно не повезло. Держите от меня F. Дальше накатим нашумевший мод, о котором, если знают не все, то большинство. Half-Life 2 M-мод. Месяц назад у него вышла новая версия 1.3, поэтому грех ее не задействовать. Вкратце, основные изменения, которые приносит эта модификация. Это улучшенная механика геймплея. Полностью немированное с нуля оружие, из которого стреляет Гордон. В игровой процесс добавилась некая живость, вроде того. Ощущение от стрельбы и импакта вышел на другой уровень. Давайте на чистоту. Стрельба в оригинальной Half-Life 2 в наши дни — это архаизм. А вот с M-мод ситуация в корне меняется. И от каждого выстрела ты получаешь удовольствие. Можно, короче, весь день стоять и стрелять в небо и наслаждаться реализацией геймплея. Оу, да. Привнесли также новые эффекты, в частности огня, дыма и взрывов.
Теперь схватки с комбайнами стали куда насыщеннее, особенно если рядом затаилась такая красная бочка. С технической же стороны увеличили дальность прорисовки. Не обошлось и без отсебятины, но, к счастью, она опциональная, и в настройках можно спокойно привести игру как можно ближе к каноничному виду. Что я и сделал. Вернемся к нашим пушкам. К сожалению, модели оружия претерпели незначительные изменения в плане детализации или качества текстур. Отчетливо видно мыльцо, что на п.к. непростительно. К моему счастью, существуют улучшенные свежие модели от Juniza, и благодаря усилиям другого человека они были портированы в M-мод. Совсем другое дело. А сейчас можно заняться и окружением. Благодаря кропотливой работе Gerson Gaming нам доступны множество высокодетализированных пропов, объектов и текстур, которые сохраняют всю эстетику оригинала, но сами по себе имеют высочайшее разрешение и проработку. Чего стоит только замок Альянса, разительно отличающийся от того непонятного нечто из оригинала. На нем все не заканчивается. Также есть и другие штуки, а именно бочки, патроны, фотки, карты, зарядники ХП и брони и десятки декалей. Отдельное уважение заслуживает то, что автор не поленился и запилил две версии на английском и русском языках. Ну и еще я добавил несколько дополнительных модов, улучшающих детали в игре. Наконец-то, вишенка на торте, тот самый всеми любимый Reshade. Должен сказать, игра так нехило преобразилась, сравнивая с тем, как она выглядела изначально. Я не стал юзать пресет, который добавляет сверх-супер-пупер технологии, потому что в процессе игры это выглядит ужасно. Максимум, что не годятся, так это пилить скриншоты. Поэтому в основном используется только цветокоррекция и резкость. Ставить его не обязательно, но, по моему мнению, он делает краски игры ярче и сочнее, что позитивно отражается на настроении игры. Тут уж решайте сами. Вот и все. После того, как мы с вами проапгрейдили эту игру, можно сделать быстренькое сравнение до и после. Данное видео сделано в дань уважения и в честь юбилея второго Half-Life. Ссылки на скачивание всех модов и ассетов есть в описании. А если хотите получить полную готовую сборку, которую можно установить в пару кликов, тогда давайте наберем 25 тысяч лайков, и она незамедлительно выйдет в свет. Подписывайтесь на канал. Half-Life не забыт. Ничто не забыто.